Йони-массаж – это тантрическая или телесная практика, направленная на расслабление, снятие телесных зажимов и гармонизацию сексуальной энергии. Но реальность, с которой есть вероятность столкнуться, может кардинально отличаться. И если одни ситуации становятся просто какими-то безобидными, абсурдными или просто комическими, то в некоторых можно получить не только физическую, но и психологическую травму. Меня зовут Александр, я практикующий йони-массажист. В этом видео расскажу, что может вас ожидать на сеансе на примере реальных историй, почему такие ситуации происходят, что такое по итогу йони-массаж в наши дни, а также дам чек-лист, как правильно выбрать мастера. Живые истории, с чем вы можете столкнуться. Это реальные примеры из реальных историй и разговоров. После них вы точно поймете, что может ожидать женщину. История первая. Одна девушка перед сеансом скрупулезно у меня спрашивала про то, как я стимулирую зоны, как я их вообще нахожу, а можно их не находить и так далее. Думаю, да в чем дело? А она мне говорит, что была у одного мастера и он травмировал ее. После сеанса у нее была боль во влагалище, и она пошла к гинекологу. И по итогу присылает мне фотку УЗИ, что у нее обнаружили гематому по передней стенке матки. История вторая. Видел в интернете ролик, где девушка делилась опытом, только походом не к йони-массажисту, а к сквиртологу. Все шло хорошо, она доверилась, расслабилась, сильно возбудилась. И в этот момент сквиртолог просто воспользовался состоянием и склонил ее к интиму. Ей был нужен только массаж, но сопротивляться в таком разогретом состоянии она не смогла. Осадок остался колоссальный. История третья, схожая с прошлой. На своем канале один из мастеров поделился историей своей клиентки. Приходила, значит, она к одному мастеру с другого города, он ей все сделал, но вскоре перед ним возникла сложность. До зон, который он хотел проработать глубже, пальцами якобы было тяжело дотянуться. Поэтому, прикинув писюн к своему носу, массажист нашел выход в виде него. А ловко ты это придумал. Уверив, что его друг точно дотянется. Девушка не знала, норма ли это, должно ли так быть, обязательно ли это часть сеанса, поэтому согласилась. Но уже потом она поняла, что просчиталась, но вот только где. История четвертая. Приезжаю я как-то к женщине домой на выезд. Перед сеансом разговариваем, и она рассказывает. До меня искала одного мастера, нашла, связалась и специально уточнила, точно ли он умеет делать йони-массаж. На что он ответил, да, конечно, с самого рождения. В общем, приехал и первым делом лезет в сумку и достает пингвинчика. Такой вакуумный стимулятор. На что она задает ему вопрос. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, блядь. Ты же говорил, что умеешь. А он ей, да, умею, но только так. История пятая. Очень много женщин интересовались у меня. Их знакомые массажисты по секрету рассказывали, что умеют и могут сделать йони-массаж. Сверху добавляли, что точно шарят за его техники. А еще за техники орала, ани и всякие прочие приколюхи. Ну да, дело в том, что он сразу начал мне рассказывать о том, что бывает массаж с оральными ласками. Им было интересно, действительно ли все это входит в комплект или попахивает какой-то херней. Ты втираешь мне какую-то дичь. Я прям такая вспоминаю ваш блог. Можно на ты, да, Саш? Вспоминаю твой блог. Такой думаю, что за бред вообще ты несешь, какие оральные ласки. И подобных или околоподобных историй в интернете можно найти немало. Кто-то пытался засунуть в девушку немытые грязные руки, причем с ногтями. Кто-то пытается тыкать во все места своим 21-м пальцем, будто это произошло случайно. И так далее. И если в этих историях женщины не знали, что их может ожидать, то другие сами не понимают, что по итогу будет. Например, приходила ко мне девушка на сеанс. В целом была довольна, но в конце мне говорит, я ожидала, что будет чуть более эротичнее, что ли. Небольшая неудовлетворенность осталась. Почему? Потому что она пришла с картинкой из фильмов для взрослых или из рассказов ее подруг, которые также не имели никакого представления об этом массаже. Также мне стабильно звонили и писали с вопросом, что там по сексам. Я объяснял, что массаж этого не предусматривает. В ответ искреннее удивление и отвечали: кажется, попахивает каким-то гнилым пиздцом. Но ведь есть массажисты, которые этим занимаются. Это результат полной размытости понятий. Смотрите, что объединяет почти все эти случаи, кроме халатности некоторых мастеров. Женщины не имели четкого понимания, что норма, а что красный флаг.
И этим просто умело пользуются. Давайте разберем, откуда вообще взялся этот хаос в головах и на рынке услуг, чтобы вы могли легко вычислять тех самых мастеров еще на этапе первого сообщения. Почему такое происходит? 5 основных причин. Йони-массаж за тысячи лет прошел путь от храмового ритуала до услуги, которую сегодня можно заказать в салоне над автомойкой у Ашота. И у каждого мастера своя версия этого массажа. Почему так вышло? Я выделил 5 основных причин. Причина первая – история. Практика родилась в Индии, кочевала по странам, менялась веками, обрастала чужими правилами. В каждой культуре ее могли подгонять под местные нормы или в принципе избавлялись от нее. Уже тогда не было единого стандарта. И не каждый тогда, да и сейчас, хотел как-то углубляться в истоки этой практики. Причина вторая – личное удобство. Сегодня огромное количество всяких курсов, обучений, мастер-классов, ретритов и так далее. Человек приходит, просто берет техники, говорит, что он мастер и выстраивает сеанс так, как ему комфортно. Философия ему не близка, он ее отбрасывает. Какое-то величие, какое-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Отчасти в этом нет ничего страшного. Но может получиться так, что это уже не тантрическая и не телесная практика, ну а просто механическая дрочка. Причина третья. Фильмы для взрослых. Многие вообще ассоциируют йони-массаж с контентом из-за оранжевого ютуба. Никакой заботы, никакой глубины. Хотя, конечно, с какой стороны на это посмотреть. Просто красивая эротическая картинка с финалом. Причем не от рук. И у людей формируется ложное ожидание. Хотя по факту эти видосы просто снимаются одними мужиками для других мужиков. И, разумеется, не совсем для образовательного контента. Причина четвертая. Мастера без своей философии. Представьте, вы приходите на классический массаж, например, спины, а мастер просто водит руками по заученной схеме. Не чувствует ваших зажимов, не понимает, что он делает, зачем, какой эффект должен быть. Вот так же и здесь. Если мастер не осознает, какой смысл и посыл несет его работа, сеанс превращается просто в механический набор движений. Вроде все делает, но после остается только пустота. Причина пятая. Йони-массаж как инструмент для секса. Кому-то он нужен для того, чтобы женщины знали, что он не просто месье Путана, а еще владеет практикой, которую умеет делать не каждый мужчина. Ну, а кто-то учится и использует его на практике, к сожалению, конкретно в своих корыстных целях. Что такое йони-массаж сегодня? Если отбросить древнюю философию, маркетинг салонов и всяких пингвинчиков, остается простое и честное определение, от которого можно отталкиваться. Йони-массаж – это массаж интимной зоны женщины, как наружных, так и внутренних половых органов. И все. Какой-либо идеи или цели, как это было раньше, или как это есть у некоторых мастеров, которые осознанно работают в этой сфере, зачастую просто не бывает. Даже салон «Сладкие пальчики», который еще вчера предлагал эро-массаж, уже сегодня указал, что у них не просто эро-массаж, а эротический йони-массаж. Да и у тех же эскортников вы зачастую можете увидеть дополнительную опцию в виде йони-массажа. И все это превращается в обычную тупую механику. Это примерно как если бы вы пришли к психотерапевту излить свою душу, а он молча бы просто напихал вам таблеток с успокоительным и ушел. Результат, возможно, временный. Терапия? Нет. Вот так и здесь. Манипуляции с телом без понимания психики и энергии женщины не имеют к изначальной сути практики никакого отношения. Поскольку практика с каждым годом набирает популярность, маркетинговые амбиции пытаются как можно эффективнее реализовать все это в свою пользу. Это то, что нужно знать о сегодняшнем йони-массаже. Но грустить тут не о чем. Я просто вооружил вас знанием, чтобы вы не получили негативный опыт и ложное представление, случайно попав не к тому человеку. Как выбрать мастера? Но возникает следующий вопрос. Как тогда найти правильного мастера? Я составил чек-лист по поиску мастера. Можете поставить на паузу, чтобы прочитать, или просто заскриньте экран. Также у меня есть телеграм-канал. Там вы можете ознакомиться с не менее полезной информацией, которая в будущем поможет обезопасить себя. Конечно, это не универсальная, не стопроцентная формула, но большую часть ненужных людей в любом случае она поможет отсеять. И один неочевидный совет, который не вписывается в формальный список.
Слушайте, что происходит внутри вас в первые минуты общения. Настоящий практик никогда не форсирует близость, не давит на эротический подтекст и не пытается казаться всемогущим волшебником. Он транслирует спокойствие и безопасность. Если внутри легкий холодок, сомнение или ощущение того, что он слишком какой-то не такой, сворачивайте общение. Интуиция и тело в этом вопросе умнее алгоритмов и всяких чек-листов. А что такое йони-массаж? Каким он должен быть и какую пользу для мужчин и женщин он несет, я разобрал в прошлом видео, можете его посмотреть. Оно будет очень полезным. А на этом все. Всем спасибо и пока.